Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Реалистик PES. Пятый сезон окончательно подошел к своему завершению, и на смену ему пришел, как-то ни странно, шестой сезон. И стоит признать, что начинает он намного интереснее, нежели предыдущий сезон. И сегодня я предлагаю о нем поговорить, что из себя представляет шестой сезон, какой контент он обещает нам на ближайшие несколько месяцев, сколько будет в целом длиться и что от него ожидать. Давайте сегодня и разбираться. Как и всегда, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, ну а в комментариях делитесь своими впечатлениями. Это помогает продвижению ролика. Ну а мы начинаем. После новостей от Гальвани о том, что шестой сезон будет как-то связан с бразильской серией А, я ожидал, что тематика в целом будет посвящена Бразилиям, но оказалось, что это далеко не так. И в качестве оформления для шестого сезона Konami выбрали вот такой вот незамысловатый стиль, но с европейскими командами. И лично для меня это стало вот таким вот приятным откровением. Название нового сезона звучит следующим образом: Bring the energy, bring the noise, то есть вернуть энергию, вернуть шум, ну или как-то так. В отличие от предыдущих сезонов, шестой сезон будет длиться целых 2 месяца, начиная с сегодняшнего дня и заканчивая 6 июня. Все здесь же Konami анонсирует появление новых эпических игроков. К слову, Филипп Лам, например, не засветился в трейлере шестого сезона, но активно упоминается на игровом сайте. То есть в рамках этого сезона мы, скорее всего, получим эпическую версию Филиппа Лама. Также Konami отмечает, что нас ожидает отдельная кампания, которая в свою очередь посвящена 7-летию eFootball, то есть они ссылаются на мобильную версию игры, которая непосредственно вышла в 2017 году. И по сути это становится уже такой вот небольшой традицией, когда в мае, под день выхода мобильной версии игры, Konami проводит достаточно обширную кампанию. И я уверен, что в этом шестом сезоне мы получим что-то не менее интересное, нежели было в прошлом году. Потому что мобильную версию Konami активно котируют, а поэтому, скажем так, отпраздновать ее 7-летие они будут только рады. Трейлер шестого сезона по большей части посвящен анонсу новых эпических карточек, большинство из которых уже появились в игре. Это и Стивен Джеррард, это и Александр Арнольд образца матча против Барселоны, ну и так далее. Но засветились и те, кто в игре пока что не появились. В частности, это Луиш Фигу, у которого рейтинг почему-то не показали, Патрик Клюйверт и также Савиола. Из интересного также проанонсировали эпическую карточку Ромарио времен игры в Бразилии, и я так подозреваю, что это будет его возрастная карточка, потому что, ну, если мне не изменяют глаза и насколько мы можем судить, исходя из увиденного, ну, на карточке он представлен далеко не в самом молодом виде. Возможно, это просто качество, и я ошибаюсь, но мне кажется, что это будет его не молодая версия, а скорее та, что была уже под конец карьеры. Ну и самое интересное, как по мне, это анонс двух премиальных менеджеров: Гвардиолы сезона 13-14 и Хаби Алонсо сезона 23-24. То есть Байера как такового в игре нет, но его главный тренер в игре появляется. И это самое интересное, потому что у Хаби Алонсо игровой стиль — это быстрая контратака, значение которого превышает 85 пунктов. А если быть точнее, то контратака у Хаби Алонсо целых 88 пунктов. А это означает, что у большинства игроков будет дополнительный буст к их основному рейтингу. И учитывая уход Клопа из Ливерпуля в конце этого сезона, есть вероятность, что мы потеряем его в качестве одного из тренеров с быстрой контратакой. Но здесь нам на помощь приходит новенький Хаби Алонсо, который, я уверен, будет достаточно имбовым персонажем. Поэтому смею предположить, что в ближайшее время в eFootball ожидаются осадки в виде Хаби Алонсо на посту главного менеджера у большинства игроков. К слову, он и Гвардиола уже доступны в игре, и вы можете приобрести их просто за 500 золотых монет. Поэтому я думаю, что большинство игроков смогут их себе позволить, учитывая, что паки с ними будут доступны в течение как раз таки 2 месяцев. Ну а накопить 500 золотых монет — это в принципе не такая уж и непосильная задача. Что же касается контента, который появился сегодня в игре, это естественно новые паки и парочка новых ивентов. В частности, 2 новых эпических пака, один из которых посвящен английской премьер-лиге и японскому чемпионату. В первом появились Стивен Джеррард, Симон и Арнольд, в то время как в J-лиге появился уже возрастной Зика и Такахара. Команда недели, ну, выглядит на самом деле крайне блекло, то есть особо кандидатов интересных здесь не так уж и много, но возможно кто-нибудь захочет выловить того же Ника Уильямса, ну или возможно других ребят.
Что интересно, это новый номинальный пак под названием All Rounders, в котором представлен Жиру на воротах. То есть, если вы помните, в одном из матчей он вставал в рамку, в команде недели выходила отдельная карточка, и вот, по сути, она возвращается в игру, поскольку вратарская позиция у Жиру здесь также проставлена. Но в целом номинальный пак очень даже интересный. Здесь есть два имбовых защитника в лице Алабы и Канцелу, интересный Жоэлтон, универсальный Дармиан, точнее даже не то, что универсальный, а просто отрабатывающий Дармиан, 4-звездочный Минамина, и в общем-то здесь есть куда потратить свои номинальные контракты. Ну и также обновились номинальные контракты для J-лиги и Мексиканской лиги, поэтому есть лишняя возможность усилить свой состав для тематических ивентов. Что же касается самих ивентов непосредственно, то здесь стали доступны ивенты с золотым голом, один из самых лучших ивентов, по мнению большинства игроков, а также два тематических ивента с бразильской лигой и как раз таки с японской. То есть, по сути, вы можете заработать 100 золотых монет за прохождение двух ивентов против реальных соперников и целых 2 бесплатные крутки для команды недели в матчах против искусственного интеллекта. И как назло, когда пак команда недели не самый интересный, они дают целых 2 бесплатные крутки. Спасибо большое, Konami. Ну и, естественно, обновление пропуска на матч. В нем содержатся 2 карточки из, по сути, номинального пака. Это Собослай и Лукман. Возможно, к моменту выхода этого ролика появятся более подробные скиллы, и если они действительно появятся, то постараюсь вывести их на экран. Ну вот, по сути, и все, что известно о 6-м сезоне на момент его старта в eFootball 2024. Как упоминалось в ролике, нас также ожидает достаточно крупная кампания, посвященная 7-летию мобильной версии игры, а поэтому немало интересного контента, я думаю, нам еще предстоит с вами увидеть, поэтому держим руку на пульсе новостей. В комментариях пишите ваши впечатления от старта 6-го сезона, порадовал ли вас контент, например, появление Хаби Алонсо или добавление новых эпических карточек, ждете ли вы появления в игре Филиппа Лама и остальных ребят. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, поскольку именно ваша активность помогает продвижению роликов на этом канале. Подписывайтесь на соцсети, ссылки на них в описании и в закрепленном комментарии. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропускать наши следующие ролики. На этом же мой обзор подходит к концу. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем приятной игры. Всем пока, дорогие друзья!